Привет, друзья! Сегодня мы с вами оказались в Зайен. Это национальный парк, который находится в штате Юта. Наша компания провела в данном регионе несколько дней. И в этом фильме вы видите пока только один день и одно место. Но какое? Мы с вами в Нэроуз. Попасть сюда можно только на шаттле, который на сегодняшний день организован за счет национального парка. Также можно пешком, но далековато от парковки, которая у визитор-центра, и на велике, но их у нас с собой нет. Нельзя прям сюда приехать на своем личном автомобиле, поэтому пришлось встать раньше 4 утра, собраться и перекусить, добраться до визитор-центра, а вот тут парковка уже почти вся была занята, а на часах только 6 утра. Ладно, где оставить свой автомобиль мы нашли, а дальше пришлось встать в бесконечную очередь таких же страждущих приключений странных людей, количество которых исчислялось сотнями. Куда это они все собрались? В процессе ожидания автобуса иногда в глаза бросались люди, одетые очень легко и в шлепках, а иногда при полной экипировке, непромокаемых костюмах и огромных ботинках. Даже не знаю, кто из них пугал меня больше. В итоге все мы попали туда, куда нам было нужно. И вот мы уже уверенно шагаем вдоль North Fork Virgin River по благоустроенной дорожке навстречу приключениям. Да, ребята, первая часть пути совсем легкая. И это правда супер, даже если совсем маленькие человечки, которые только начинают свою долгую жизнь, смогут посмотреть на эту красоту, хоть и только совсем на маленький ее кусочек. А тем временем мы с вами начинаем в прямом смысле хождение по воде. Дальше нет никаких дорожек, есть только камни и вода. Ну, иногда совсем немного обычного грунта. И даже тем, кто старается хоть как-то пройти по сухой части, ну хоть где-то, все же придется намочить свои ноги. Тут без вариантов. Собираясь сюда погулять, вы должны четко осознавать, что вода в реке даже летом все время холодная. А если вдруг вы окажетесь здесь в другую пору года, то еще и воздух, окружающий вас, будет не сильно приветлив. Ответные скалы по обе стороны и узкий проход лишает вас согревающего солнца. Ну как, картинка нарисовалась не радужная? Да ладно, все это ерунда. Всегда есть обувь и одежда, которые вам помогут выдержать все эти муки. Самое главное, что мы с вами можем это видеть. Что скажете? Да все здесь реально нереальное. Пока я делал этот фильм и просматривал уже в общем-то готовый вариант, я несколько раз ловил себя на мысли, что я просто смотрю и не могу оторваться. Конечно, в какой-то мере воспоминания играют тут большую роль, но на самом деле это что-то. Все эти отвесные скалы, небольшой водопад, стекающий в основное русло, вездесущие камни под ногами, небо над головой, обрамленное обрывистыми стенами, бурлящая вода, охлаждающая ваши ноги, зелень, которая приютилась во всевозможных и невозможных местах. Все это создает такую фантастическую атмосферу вокруг вас. Это невероятно. Посмотрите, сколько людей. Многих вы уже узнаете, потому что они были где-то рядом в той самой очереди на автобус. Все они пришли сюда за новыми ощущениями. Поэтому, если вдруг вы захотите сделать фотографию, то вам придется изрядно подождать той самой возможности. Открою небольшой секрет. Чем дальше вы сможете зайти, тем меньше там будет людей. И тем более скользкими будут камни под ногами. Мы заметили такую особенность. По первости, вроде они вообще не скользкие. Ну, если, конечно, у вас более-менее правильная обувь. Но дальше иногда приходится выверять каждый шаг.
Лучше всего с собой иметь что-то вроде посоха. Это поможет вашим передвижениям. А это, кстати, наша Кейт. Это в ее голове зародилась эта сумасшедшая идея поплескаться тут. Еще задолго до происходящего мы начали готовиться к данному приключению. Ею было изучено огромное количество разной информации. Как, что и куда. А дальше уже было несложно организовать все это действие. Хочу обратить ваше внимание, что с собой лучше... Нет, даже не так. Обязательно. Нужно иметь мешок, который не промокает. В него можно сложить ценные вещи и одежду, которая сможет остаться в нем сухой. Потому что глубина тут бывает разная. В основном это, конечно, ниже колена. Но бывает уровень воды доходит до пояса. А было пару мест, где мне было по грудь. А кому-то приходилось даже плыть. А то я видос снял. Добравшись до Ордерилл Гёлч, мы сделали небольшое вторжение по притоку, но осознав, что это не входит в наши планы, мы вернулись обратно на North Fork Virgin River и продолжили подниматься против течения. Посмотрите, как заметно поубавилось людей. И помните, я говорил про скользкие камни. А вот и первые лучики солнца, которые достигли поверхности воды. И иногда мы могли видеть невероятную игру теней. А порой проход был настолько узкий, что свет практически не проникал туда даже сейчас. Мы
мы продолжали свой путь вверх, и нам открывались все новые виды. Вам, конечно, может показаться, что все немного между собой схоже. Нет, друзья мои, это только на первый взгляд. Каждый поворот этой реки отличается от предыдущего. Природа поражает вас невероятностью форм здешнего ландшафта. Все чаще начинают появляться места, которые все труднее преодолевать. То это огромные волны, которые когда-то откололись сверху, то вода доходит до критического уровня и остается только переплывать данное место. В общей сложности мы углубились на 5 миль вверх против течения реки, и все уже достаточно подустали. А еще ведь нужно возвращаться. И мы принимаем решение дойти до сложного для нашего преодоления места и сделать привал, поднабраться сил и двинуться в обратном направлении. И как бы мы все не устали за время нашего этого невероятного приключения, некоторые из нас шутили, что им нужен отпуск после отпуска. Я могу с уверенностью сказать за каждого из нас: это было невероятно и останется в нашей памяти навсегда. До скорого, друзья! Увидимся в следующем фильме. Пока-пока! Я буду красив. Все не без комментариев. Не, давайте. Что же вы думаете обо всем этом? Это кто-то прорыл большим этим эскаватором. Я не знаю, где он его взяли. Ну, я не знаю, зачем они это сделали вообще. Потом люди теперь ходят, тут мучатся, ноги мочат и все остальное.